Всем привет! С вами Таня Генерал. На канале Субъективно об Америке возрождаем рубрику iHerb по воскресеньям. Это рубрика для тех, кто интересуется здоровым образом жизни, всякими добавками, правильным питанием. И в том числе в этой рубрике я размещаю мои собственные отзывы о товарах, которые я приобретаю на сайте интернет-поставщика по всему миру iHerb. У меня с этим сайтом партнерская программа. Если вы при покупке указываете мой промокод, вам обязательно всегда будет какая-нибудь, даже хоть самая маленькая, но скидочка. Главной мотивацией к сегодняшнему видео был комментарий моего парикмахера. Не-не-не, подождите, вру. Главной мотивацией были ваши постоянные вопросы об уходе за волосами. Да, совсем недавно, чуть более 1,5 лет назад, я изменила свой радикальный цвет на цвет вот такого вот очаровательного блондина. И уже обратно больше никогда не перекрашусь, потому что мне это очень понравилось. И вы меня часто об этом спрашиваете, все время обещала, расскажу. Но последний раз, когда я совсем недавно была у моего парикмахера, прошло, наверное, месяца 3 после моего предыдущего визита, и она стояла сзади меня и вот так вот трогала мои волосы и говорит: «Татьяна, что ты с ними сделала?» Я говорю: в смысле, что не так? Я, в общем-то, довольна и качеством волос, и так, как они выглядят, и легкостью в уходе. Поэтому я подумала, может быть, я в своей абсолютной необразованности и слепоте чего-то не вижу. Она говорит: у тебя такой хороший цвет и такая структура волос, и они так хорошо растут. Что ты с ними делаешь? Я говорю: ну, мне повезло с мастером, намекая на нее, что ты выбрала щадящие краски, и каждый раз, когда мы подкрашиваем вот это вот основание, это всегда очень щадящие, поэтому волосы повреждаются минимально. Она говорит: нет, моей заслуги здесь 10%, все остальное это уход, это значит, ты что-то делаешь. Я говорю: да я ничего не делаю. Она говорит: ну вот это вот ничего, которое ты не делаешь, оно работает очень хорошо. Я тут задумалась и поняла, что делаю я, оказывается, достаточно много. Просто это настолько уже встроено в повседневную рутину, что я на это не обращаю внимания, и мне кажется, что это ничего. Сегодня я вам все расскажу. Проблема с окрашенными волосами две. Это то, что портится структура волос, они повреждаются, связи разрушаются, волосы становятся сухими, ломкими, тусклыми, выглядят безжизненно и запутываются. Это проблема номер 1. И проблема номер 2, в большинстве своем тот пигмент, который меняется на светлый, он дает рыжеватый оттенок, или как мы его называем, тазик, да, оттенок тазика. То есть у нас с вами два направления работы. Мы, во-первых, восстанавливаем волосы, лечим их, напитываем и делаем эластичными и здоровыми. И, во-вторых, заботимся о цвете. Что касается первого направления, у нас сюда входит в мытье и уход между мытьем и после мытья. Для мытья мы с вами используем шампуни максимально без сульфатов. И я часто в шампунь добавляю еще несколько капель мумиё. У меня есть друзья, которые занимаются именно на профессиональной основе, поставляют его из России. У них есть веб-сайт, можно купить, можно заказать через Amazon. Это они мне в свое время порекомендовали. В обычный шампунь я добавляю прямо в бутылку несколько капель, оно хорошо расходится, и этим шампунем я мою голову каждый второй раз. Каждый первый раз я использую шампуни оттеночные. Сейчас это очень популярная тема. Шампуни, которые цветом практически фиолетовые. Этот фиолетовый оттенок по законам солнечного спектра убирает рыжину и дает приятный насыщенный цвет, прохладный оттенок вашим волосам. Это самое главное, то, что мы говорим в работе с цветом. По поводу ухода и укрепления и насыщения волос, следующий шаг после того, как вы вымыли голову шампунем, все ваши поры открылись, волосы продрать невозможно. Мы используем всякие разнообразные кондиционеры. Два моих самых любимых, третий закончился, его здесь нет, тоже будет в ссылке. Вот эта вот маска для волос, которая используется как кондиционер и держится, ну там, 3-5 минут, пока трете пятки и массируете все остальные части тела. Она очень плотной структуры, ее нужно немножечко взбалтывать с водой и наносить на волосы. Еще обратите внимание вот на такую расческу. Видите, она очень-очень-очень-очень редкая и большая, и на кончиках у нее такие шишечки. Это как раз тогда, когда вы наносите кондиционер. Чем длиннее волосы, тем сложнее распределить. Вот эта расческа ваш главный спаситель. Она аккуратно распутывает, ничего не ломает, ничего не рвет и не вырывает. Очень рекомендую тоже. У меня сейчас представлены здесь не все мои
рабочие инструменты, половины нету, только заказала новую посылку. Описание посылки будет на Инстаграме. Я картиночки все равно поставлю, и в подписи к этому видео будет полностью все, что я о чем сегодня рассказываю. Так вот, мы делаем, как в качестве, используем кондиционера. Один день маску, другой день вот такая вот ампульная косметика, тоже с сайта iHerb, она из какой-то корейской линии. В этой бутылке было... Закрывать надо бутылку-то. В этой бутылке было практически 170 мл, разбавляется 1 к 1. Для удобства я просто разбавляла это в другой бутылочке и использовала это на волосах. Из-за того, что она достаточно жидкая, наносится очень легко, без проблем, создает на волосах такую вот плотненькую масочку, такую фактурочку. И самое главное преимущество этого средства – это невероятный запах. У вас ощущение, что вы в каком-нибудь салоне Жак де Санж, когда вы ей пользуетесь. Ну, я кроме Жак де Санж не знаю никаких крутых салонов, может быть, вы знаете. Третья маска – это корейская маска серии Елизавека. Она стоит совсем недорого. Единственное, что хватает ее ненадолго, поэтому я сразу обычно покупаю 2. Вот сейчас как раз заказала. Вот здесь вот сейчас будет картиночка, как она выглядит, и в ссылке она тоже будет. А Елизавека есть у них всегда. А вот этот, если вы сейчас зашли и увидели, что вы можете его купить, покупайте сразу 2, потому что его приходится караулить. Я вот в этот раз караулила, опять 2 заказала. Хватает надолго. Банка такая стоит, надо посмотреть на сайте. Ну, в общем, все очень доступно. Что мне нравится на iHerb, можно найти очень качественные продукты по совершенно доступным ценам. Так, после того, как мы с вами волосы помыли, смыли кондиционер, следующий шаг, нужно нанести еще одно средство. Вот такое средство. Это масло. Их есть несколько видов в этой серии. Увлажняющая сыворотка, которая снимает вот это ощущение расщепленных кончиков и торчащих волос. Ее можно наносить либо сразу после мытья, либо после того, как подсушите волосы. Следующим шагом я заматываю волосы мягким тюрбаном и даю им так вот походить, постоять максимально долго, сколько я себе могу позволить. Так как сейчас работаю из дома, могу позволить и час, и 2. Волосы естественным путем высыхают, напитываются той вот маской, которую я нанесла. После этого, да, всегда журят и не одобряют сушку феном. Но, к сожалению, на моей длине волос без фена не обойтись. Если не сушить их феном, это будет просто не пойми что. Поэтому под конец, уже почти сухие волосы, я немножко подсушиваю, подвивая кончики и использую средства, защищающие волосы от тепловой обработки. Забыла его сюда принести, но картинку сейчас вот здесь размещу. Его тоже нужно буквально 1 горошинку. Оно на основе органового масла приятно пахнет. Так. И также, если после сушки волос у вас еще наблюдаются торчащие кончики, опять крошечная капелька размером с горошинку вот этой сыворотки, она такая маслянистая, но на удивление не дает вида жирности волосам. Все, полное счастье. В качестве ударных вариантов, когда вы едете куда-то на пляж, когда вы где-то долго ходили под солнцем и вам нужна ударная доза терапии, на сайте iHerb есть огромное количество вот таких вот разных разовых масочек. Их также удобно брать с собой, когда вы едете в отпуск, чтобы волосы поддерживать в достойном состоянии, потому что большинство стандартных бутылок с шампунем и кондиционером, они, к сожалению, больше дозволенного, что вы можете проводить в ручной клади. Ну, хотя можно всегда положить в багаж. Короче, маленькие вот такие разовые масочки тоже наше все. Расчески. Важный момент, потому что блондинистые волосы, обесцвеченные волосы не только еще больные, несчастные, они еще и путаются очень сильно. Первая тема, которая мне очень в свое время помогла, мне подсказал ее кто-то из зрителей, я спала в шапочке. Когда у меня волосы стали отрастать, но были еще недостаточно длинные, вот в этой зоне, на которой спишь, к утру получалось черти что, и они в один прекрасный день все обломались. Я стала спать в шапочке, тоненькая шапочка, в один слой, где-то на Амазоне там какую-то купила. И это действительно очень сильно помогло. На утро волосы как были, вот такие ровненькие, аккуратные, так и были. Вторая тема – это наволочки шелковые или сатиновые. Ну, шелковые, сатиновые, кто что себе может позволить. Они тоже есть везде, и на Амазоне можно купить, и в магазине просто зайти купить. Вот такую наволочку для того, чтобы ваши волосы меньше магнитились, меньше спутывались. И, наконец, расчесочки.
Эту я вам уже показывала. Она хороша не только в душе, где ее можно повесить и удобно брать и пользоваться. Она также хороша, когда вы начинаете волосы сушить, и первое вот это вот все вот это вот медуза горгона, вам ее нужно немножечко распутать. Благодаря тому, что очень широкие зубья и вот эти вот щадящие кончики, вы аккуратненько распутываете ваши спутанные волосы, и они становятся прямыми и аккуратными. Вот эта щетка, я этот секрет узнала от моей френеми. Помните, что такое френеми? Френеми – это словосочетание, образующее от friend and enemy, друг, враг. Моя другиня на работе, если помните, есть у меня такая девочка Холли. После долгого перерыва, когда мы встретились в офисе, наверное, сколько, 3 месяца не виделись, она пришла, у нее вот из такого каре был хвост до середины спины. Я сказала: Холли, что ты делаешь с головой? Она говорит: вот такой щеткой, которая, видите, здесь щетина натуральная, не зубчики, а натуральная щетина. Я каждый вечер, пока читаю или смотрю кино, расчесываю волосы 100 раз. Ребята, это гениально и просто, и настолько старо, что стоит того, чтобы это снова освежить и вернуть. Я тоже вернулась к этой привычке. Особенно обращайте внимание, когда расчесываете, не только на сами волосы, а чтобы аккуратно и мягко прочесывать, массировать кожу головы. Это, я вам скажу, просто волшебство. Даже если у вас нет обязательной цели вырастить ваши волосы до пояса, они будут блестящие и красивые. Еще один важный момент, тоже забыла принести эту банку сюда, это кокосовое масло. Ну, вы знаете, я адепт кокосового масла, я фанат кокосового масла, я его пихаю везде. В том числе и маски для волос я из него делаю. Как верно заметили в комментариях к одному из постов, где я рассказывала о своем употреблении кокосового масла, желательно избегать попадания кокосового масла на кожу головы. Говорят, что некоторым людям оно создает закупорку пор и повышает салообразование. Так что вы это не делайте. Я буду продолжать делать, потому что для меня кокосовое масло работает на все части тела. Но в основном, допустим, вечером, когда вы возвращаетесь и знаете, что у вас завтра по расписанию с утра мытье головы, мы же говорили с вами о том, что голову мы моем не каждый день, и даже не каждый второй, а как минимум стараемся хотя бы каждый третий, чтобы не сушить волосы. Так вот, накануне, когда вы знаете, что завтра будете мыть голову, берете кокосовое масло, разогреваете его в ладонях и наносите на кончики волос. И потом надеваете какую-нибудь шапочку. И так и спите. И утром идете, все это дело смываете, шампунь, кондиционер, далее по списку. Я вам гарантирую, ваши волосы скажут: Господи, спасибо тебе, где ты раньше был, почему мы раньше не пробовали кокосовое масло, как мы жили раньше без кокосового масла. Ну вот, это, пожалуй, все, что нужно было обсудить о внешнем воздействии. И последний момент. Я надеюсь, что упоминать о правильном питании, здоровом образе жизни, физических нагрузках смысла сейчас здесь нет никакого. Единственное, что отмечу, есть такие витамины, которые в организме сами накапливаются очень плохо, и создать их достаточное количество достаточно проблематично. Это в том числе и биотин, витамин В7. Витамин В7. Этот витамин, кроме того, что он укрепляет волосы, укрепляет ногти, он еще играет очень важную роль во всем метаболизме в вашем организме. Он перерабатывает жиры и углеводы в энергию, тем самым помогая надпочечникам, снижая с них нагрузку. Он укрепляет нервную систему, что для нас с вами тоже очень важно. Знаете, да, у меня от стресса волосы начали клоками лезть. Это вот тоже туда же. У Ахерба биотина миллион всякого разного. Я когда-то купила вот такой, потому что он вот в таких вот мармеладках. Мне ужасно нравится. Употребляю парочку в день утром, пока там хожу, кофе и все остальное. Не знаю, насколько это сыграло свою роль, но, как говорится, отказываться от всего от этого, чтобы посмотреть, что будет без этого всего, я уже не буду. Вот, пожалуй, сегодня все, что я хотела вам рассказать про уход за волосами. Буду признательна всем натуральным и ненатуральным блондинкам за какие-то дополнения, комментарии, секретики. Может быть, надо их заплетать косами на ночь, или не заплетать, или спать на голове. Все, что вы нашли, и все, что вы знаете, потому что история желания стать красивее и изменить себя, то бишь обесцвечивание волос, насчитывает тысячи, нет, миллионы лет. И за это время, естественно, существует много всяких секретиков. Пожалуйста, пишите в комментариях ваши секретики, что вам помогает поддерживать волосы в лучшем виде. Если вы еще не перекрасились,
Расскажите мне, если вы об этом думаете, глядя на меня. А может быть, вы наоборот адепт натуральности и не покраситесь ни в какой цвет никогда. Мне тоже интересно послушать ваше мнение. У меня на сегодня все. Айхерб по воскресеньям по возможности будем продолжать. Будьте здоровы, берегите себя, укрепляйте иммунитет, не нервничайте, все болезни от нервов. В следующем видео мы с вами поговорим об уходе за лицом. Да, наконец-то я с вами поделюсь всеми своими секретами, как я делаю ничего, чтобы так хорошо выглядеть. И спасибо вам за ваши комплименты, потому что только так я знаю, что действительно можно тут о чем-то говорить. Все, побежала. Берегите себя, далеко не уходите, впереди еще очень много интересного. Пока-пока. B7. B7. Господи, боже мой, я не могла вспомнить, как сказать по-русски. Витамин B7.